привет, с вами Оля, вы у меня на кухне, и в этом видео хочу поделиться с вами очень вкусными идеями десертов, которые можно есть при правильном питании и даже похудении, потому что они довольно низкокалорийные, мы не будем использовать сахар при их приготовлении, что позволяет легко вписать их в свою дневную норму, например, в качестве перекуса. Но, конечно, не забывайте, что даже полезные десерты необходимо есть в меру. Но перед тем, как мы начнем, напоминаю подписаться на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали, и обязательно нажимайте на колокольчик, щоб не пропустити випуск нових відео. А також нагадую моїм глядачам з України, що в мене є другий канал, де усі мої відео виходять нашою рідною мовою, тому обов'язково приєднуйтесь. Итак, первый рецепт мы начнем с того, что возьмем 400 мл молока, сразу же отправляем его в кастрюльку и добавляем к нему 20 грамм желатина. Также я сразу добавлю немного ванилина для аромата и подсластитель, здесь у меня 50 грамм эритрита. Перемешиваем и ставим на огонь. Нам необходимо разогреть массу, но при этом не доводить ее до кипения. Она у нас должна быть просто очень теплой, чтобы желатин растаял. Далее возьмем 350 грамм творога 5% жирности, добавляем к нему нашу молочную смесь, а также я еще добавила 30 грамм сухого молока, можно вместо него использовать протеин. Перебиваем блендером и теперь получившуюся массу мы разливаем по силиконовым формочкам, либо же, если у вас нету такой силиконовой формы, можно взять любой прямоугольный судок, либо же контейнер и просто отправить массу в него. Главное, чтобы вам потом было легко извлечь ее из формы. Ставим в холодильник до полного застывания, на это потребуется несколько часов. После чего можно начинать извлекать наш десерт. Из силиконовой формы он очень легко вынимается и хорошо держит форму. Можно также далее нарезать на кусочки поменьше, но я буду брать прямо такие прямоугольнички и обваливать их в какао. Вместо какао можно также использовать кэроп по желанию. Обваливаем какао со всех сторон. Кстати, такой десерт у нас еще и содержит в себе большое количество белка. Позже я покажу вам КБЖУ этого десерта. Имеет нежный сливочно-молочный вкус, очень похож на конфеты птичье молоко. Это можно даже считать его более полезным аналогом. Но такой десертик отлично подойдет в качестве белкового перекуса. Вот так наш десерт выглядит в разрезе. Он очень вкусный. Также, кстати, в саму молочную массу вы можете добавить немного какао, и тогда вкус у него будет шоколадный. Хранить готовый десерт можно в холодильнике несколько дней, но, конечно же, если вам удастся сдержаться и не съесть его весь сразу. Ну а мы переходим к следующему рецепту. Для него я сперва беру 50 грамм кокосовой стружки и добавляю подсластитель, это 2 столовые ложки эритрита. 25 грамм растопленного кокосового масла, вместо него можно растопить обычное сливочное, либо использовать любое другое жидкое масло в таком же количестве. Добавляем одно яйцо и перемешиваем. Далее я добавляю в массу еще кокосовой стружки от 30 до 50 грамм. То есть в общем количестве для рецепта нам понадобится 80-100 грамм кокосовой стружки в зависимости от ее фракции. Я беру крупной фракции, и также это еще может зависеть от объема яйца. Масса у нас должна получиться вот такой вот консистенции, из нее довольно легко слепить вот такие вот шарики. Всего количества теста мне хватило на 9 шариков. Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом, либо же силиконовым ковриком. И отправляем в разогретую до 180 градусов духовку буквально на 15 минут. Если у вас есть режим конвекции, то тогда они приготовятся еще быстрее. У нас получились очень вкусные, нежные кокосовые печенюшки. Особенно понравятся всем, кто любит кокос. Мне, например, они очень нравятся. Их можно хранить несколько дней, и такой перекус можно всегда взять куда-нибудь с собой.
Напоминаю, что вы всегда можете приобрести готовые рационы для похудения на моем сайте olyapins.com. Есть разные варианты по калорийности, по длительности меню. Сейчас есть сезонное меню осень-зима, которое отлично подходит для холодного времени года, потому что там в основном мы используем не салаты, а термически обработанные овощи. Так что если у вас нет идей, чем питаться в данное время года, то советую присмотреться к этому рациону. Кому интересно, оставляю для вас ссылочку в описании под видео. Ну а для следующего рецепта возьмем 150 грамм овсяных хлопьев долгой варки. Отправляем их в чашу измельчителя и измельчаем. Нам необходимо получить из них что-то наподобие овсяной муки. Кстати, если у вас есть уже готовая овсяная мука, можно просто взять ее 150 грамм. Отдельно возьмем одно яйцо, 50 грамм подсластителя, 2 столовые ложки сметаны 15% жирности и 2 столовые ложки масла. Опять же, может быть растопленное кокосовое, сливочное, либо же обыкновенное. Перемешиваем все венчиком до однородной массы, после чего добавляем измельченную овсянку, немного корицы для аромата и 1 чайную ложку разрыхлителя. Хорошенько перемешиваем, пока у нас не получится более-менее однородная масса. Вот такая вот. Из нее, как и в предыдущем рецепте, лепим вот такие вот печенюхи. Но сначала мы лепим шарики. Выкладываем на противень. В этот раз теста у меня хватило на 8 штучек. Слегка их сжимаем ложечкой, чтобы они были у нас такой формы, как шайбочки. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Вот такое вкусное овсяное печенье у нас получилось. Оно хрустящее снаружи, но довольно мягкое внутри. Например, моему сыну такое печенье очень нравится. Оно даже вкуснее, чем то, что продается в магазине. Но при этом оно гораздо полезнее, ведь мы приготовили его сами. Для следующего рецепта возьмем 260 грамм греческого йогурта и добавляем к ним 30 грамм ванильного протеина. Советую взять именно такой, тогда вкус будет просто такой, как нам нужен, а получится он очень вкусный. Этот десерт, он меня, кстати, очень приятно удивил. Также заварим немного кофе, примерно 50 мл, и перельем его в тарелочку. Также нам понадобятся рисовые хлебцы с нейтральным вкусом, здесь у меня их 50 грамм. Обмакиваем каждый хлебец сначала в кофе и, смазывая кремом, собираем такой небольшой тортик. Как я уже сказала, этот десерт меня очень удивил. Я даже сомневалась насчет того, готовить его или нет, но когда я его попробовала, я решила, что однозначно я должна его вам показать, потому что это, очень-очень вкусно. Я сразу же потом приготовила вторую порцию, потому что первую мы съели напополам с мужем, и было очень вкусно. Покрываем наш небольшой тортик кремом сверху и по бокам. И еще один плюс этого десерта, что не нужно ждать, пока он пропитается. Посыпаем сверху какао, и можно же есть его уже сразу, потому что, так как мы промакивали хлебцы в кофе, он уже достаточно влажный, а на вкус он получается ничуть не хуже классического тирамису, а даже наоборот не такой приторный и жирный, так что советую попробовать его в первую очередь. Ну а на сегодня это все. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, было для вас интересным и полезным. Если это так, то обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выпуск новых видео. Ну а с вами была Оля, увидимся с вами в следующих роликах.